Шалом. Если тебе 20 плюс лет, ты пашешь на работе и все еще живешь с родителями, не прокручивай. Это видео про тебя и про меня и про многих наших сверстников. Ты не ленивый, ты не тупой. Просто в 2025 году купить свое жилье — это как выиграть в лотерею без билета. Хочешь понять, как мы оказались в стране, где квадратный метр стоит как почка, а ипотека — это аренда у банка с припиской может выстрелить в любой момент? Смотри дальше. Видео будет в формате вопросов и ответов с моими комментариями и мыслями. Присаживайтесь поудобнее, берите себе кофе или чай, заваривайте пельмешки и приятного вам просмотра. Будет момент, после которого ты, возможно, перестанешь винить себя за отсутствие квартиры. И еще кое-что. В финале я скажу, остался бы я в России, если бы мог уехать. Ответ не тот, что ты ждешь. Вам больше 20 лет, вы работаете, не сидите без дела, но шансов на собственное жилье у вас почти нет. Почему? Сколько стоит квадратный метр в твоем городе? В моем городе, это столица России, от 362 500-300 рублей за метр квадратный, в зависимости от района. Если хочешь без мухляжа, с нормальной транспортной доступностью и хотя бы базовым ремонтом, готовь от 10 до 15 миллионов за обычную двушку. А ты зарабатываешь, напомню, 50-60 тысяч. Да, в Москве большие заработные платы, они больше, чем в других субъектах России, но не настолько больше, как по экспоненте сравнимо с ценами на жилье. Когда я понял, что купить свое жилье почти невозможно, это был момент, наверное, когда я открыл калькулятор и понял, что даже если не буду есть и пить, все равно не выйду на первый взнос за ближайшие 5 лет. А когда посчитал сумму по ипотеке с процентами, понял, что это не мечта, а долговая яма на полжизни. Есть ли у меня друзья, кому реально повезло? Да, но не все. С родительской помощью кто-то получил наследство, кто-то въехал в бабушкину хрущевку. Ни один из моих друзей сам не купил квартиру с нуля. У всех либо помощь, либо сожительство, либо адовая ипотека. Что я чувствую, когда смотрю на новостройки? Ощущение, будто смотрю на витрину элитного бутика, зная, что у меня в кармане 300 рублей. Красиво, современно, но мимо. А потом узнаешь, что половина этих квартир – инвестиции. Стоят годами пустыми, и такое раздражать будет любого адекватного человека или как минимум вызывать зависть. А дальше будет то, что вас реально взбесит. Расскажу, как банки и застройщики специально держат вас за дураков. В каком возрасте ты хотел въехать в свое гнездо, так называемое? Идеально после 25. Завел бы угол, обустроился, поставил ком, сделал ремонт под себя. Но идет время, потом еще идет, и ты уже просто радуешься, если не въехал и не съехал обратно к родителям после разрыва с сожителем или прочим вещам. Зарплата не равно квартира. Работаешь, но как будто зря. Сравни свой доход с ценой квадратного метра, а результат тебя шокирует. Сколько ты зарабатываешь и сколько тебе нужно откладывать? Я зарабатываю в разы меньше 100 тысяч, чтобы скопить на хотя бы однушку за 6 миллионов. Мне нужно откладывать минимум по 40 тысяч и то лет 10. И это без учета инфляции, роста цен, форс-мажоров в жизни и жизни в целом. То есть не есть, не болеть, не отдыхать, не покупать никаких развлечений. Просто существовать ради цели. И даже тогда не факт, что я успею. Но это еще не все. Сейчас я покажу расчет, который убивает вообще любую надежду, даже если ты айтишник. Считал ли я, сколько лет мне надо копить без трат? За меня это сделали другие YouTube авторы и получили разные сроки в зависимости от города, расположения квартиры, района и прочих нюансов. 15-17 лет, если без ошибок. С одной оговоркой. Это по текущих ценах, а они растут быстрее, чем я успеваю копить. То есть каждый год я все дальше от цели, даже если двигаюсь вперед. Ипотека вариант или капкан? И то, и другое. Для кого-то единственный шанс, но по факту это просто аренда у банка. Ты живешь не в своей квартире, а в квартире, которую тебе разрешили занимать под проценты. Плюс страх, нестабильность и знание, что в любую минуту можешь выпасть из этой игры. Как ты относишься к мат-капиталу, льготной ипотеке и всей этой поддержке? Часто спрашивают меня. Это звучит красиво на бумаге, на деле бюрократия, ограничения. Даже если есть мат-капитал, цены растут под него. А льготную ипотеку в итоге забирают те, у кого есть ресурсы. Молодой семье без стартового капитала это мало помогает. Брал ли ты кредит хоть раз в жизни и что это было? По кредиту я сниму отдельно видео, наверное. У меня есть целая философия, связанная с ними. Если совсем коротко, то их брать нельзя ни в коем случае, потому что это кабала. У большинства людей в России, да и мне кажется, половине стран СНГ как точно, ситуация такая, что они закредитованы по уши. Просто больше некуда брать новых кредитов. Настолько их много, и они большие. Настолько большой процент выплат и так далее. У кого-то кредит на iPhone, у кого-то на образование, у кого-то на ПК. И ладно бы этот кредит отбивался заработком с Ютуба, но когда ты ничего не получаешь практически как сегодня с Ютуба, это плачевно. Лучше жить с родителями
чем быть рабом банка, по которым переплата по кредитам составит миллионы рублей за тот срок, пока вы выплатите ипотеку. Арендное жилье также очень недоступно. Ввиду высокого спроса цены выросли, и сейчас даже если на работе дадут премию, купить ты сможешь только нормальный телефон или часть видеокарты. Хорошей видеокарты. Все ждут и девальвации, и деноминации. При деноминации государство решило убрать 3 нуля с купюр. Теперь у вас вместо 1000 рублей 1 купюра в 1 рубль. Но хлеб по-прежнему стоит 10 копеек вместо прежних 100 рублей. И вы все так же можете купить на свой рубль 10 булок. Просто цифры стали меньше, а реальная ценность денег не изменилась. При девальвации же рубль подешевел по отношению к доллару. Теперь на те же 1000 рублей, или на 1 новый рубль после деноминации, можно купить уже не 10 буханок, а, например, только 8, потому что импортные ингредиенты для хлеба подорожали. Реальная ценность денег упала, и так вот произошло. Например, объясняю просто для тех, кто не шарит в экономике. Я сам не особо шарю, но что-то представления какие-то базовые имею. Дефолт и деноминация и девальвация звенья одной цепи. В общем-то, все скоро ждут, что что-то должно произойти с экономикой. Потому что инфляция давно привет передала населению, так как на некоторые товары составляет какие-то космические проценты. Ну и так далее. Теперь поговорим о родителях. Жить с родителями до 30 новая норма? Самое страшное это не цены, а то, как тебя убеждают, что так и должно быть. Подожди немного, я покажу, как нас морально приручили к бедности. Живу ли я с родителями и почему? Да, живу, потому что моего дохода не хватает, чтобы содержать семью, едва хватает, чтобы с трудом содержать себя. Про Советский Союз и выдачу квартир поговорим далее, чтобы было понятно, в чем вообще проблема. Стыдно ли мне от этого? Раньше, да, сейчас понимаю. Стыдно не жить с родителями, а жить в месте, где взрослый человек не может позволить себе крышу над головой. Это не твой провал, это сбой в механизме. Кто меня давит, общество, семья или же я сам? Скорее внутренний голос, хочется доказать себе, что взрослый не по паспорту, а по факту. Но иногда чувствую, загоняю себя туда, куда ни один ипотечный брокер не загонит. Есть ли альтернатива? Да, жить в складчину, снимать на 2-3 человек, или уезжать из города в область, и там заниматься огородом, иметь свою дачу и так далее. Но это уже компромисс с мечтой. Альтернатива это не выход, а способ терпеть. Какие плюсы и минусы совместной жизни? Плюсы дешево и не одиноко, минусы ты не хозяин. Ты не можешь просто лечь и молчать, объясняя почему. А ведь иногда в жизни это единственное, что тебе нужно. Как государству выгодно, чтобы у тебя не было жилья? Ты не поверишь, сколько стоит нормальная квартира в Москве без прикрас. Согласен ли я с тем, что арендующий зависимый человек? Да, у тебя всегда над головой потолок, но и потолок в возможностях. Ты не можешь расслабиться, не можешь строить долгосрочные планы, у тебя нет фундамента, только временное укрытие. Как я думаю, кто наживается на рынке недвижимости? Те, кто уже давно не работает по 8 часов. Это инвесторы, застройщики, банки и политики. Они делают деньги, не создавая ничего, просто держат в руках то, что тебе нужно, и поднимают цену. Почему мои родители могли, а я нет? Потому что раньше, когда цена квартиры могла равняться 2-3 годам работы, сейчас 15-20 лет. Тогда жилье было частью социальной политики, а сейчас активом в чем-то инвестиционном портфеле. Сравни СССР 2000-е и сейчас, где было проще. В Советском Союзе было проще и получить жилье, пусть и стандартное, хрущевка, брежневка. В 2000-х, да, несмотря на большую очередь в Советском Союзе, жилье все-таки давали. В 2000-х годах был шанс купить по еще не улетевшим ценам. Сейчас рынок перегрет, а возможностей нет. Особенно если ты родился без стартового бонуса. Что бы я сделал, если бы мне упала квартира? Честно, чуть-чуть пожил бы сам, а потом, скорее всего, сдал бы в аренду. Использовал бы как подушку безопасности накопленные средства. Это был бы билет в нормальную жизнь. Альтернативы, гаражи, трейлеры, землянки. Оставлю в описании и в комментах ссылку на видос, где парень рассматривает альтернативы, которые есть. Однозначно стоит к просмотру. Хоть половина вариантов, конечно, бред по типу землянки, поучительно и в очередной раз убедишься, что же не так в механизме с квартирами. Что я знаю о таких вариантах? Трейлеры, будки, землянки. Знаю, что многие уже на это смотрят всерьез. Трейлер в Подмосковье не шутка, а единственная альтернатива, если не хочешь влезать в кабалу. Это грустно, но все меньше звучит как анекдот. Хотел бы я жить в своем гараже, если бы его обустроили. Да, потому что это будет мой гараж. Пусть маленький, пусть самодельный, но мой. Это уже свобода. Говоря о том, где грань между выживанием и жизнью, там, где можешь не только работать и платить, но и жить. Просто сидеть вечером на кухне с чаем и не думать, выгонят ли тебя через месяц. Сколько денег я реально могу выделить на жилье? На первый взнос максимум 500 тысяч. Все остальное кредит, кабала или фантазия. Какие смешные идеи ты всерьез рассматривал? Дом в деревне, морской контейнер,
Полуподвальное помещение с ремонтом, хотел даже переехать в СПБ, так как там ситуация тоже не айс, но лучше, чем в МСК. Я изучил множество комментариев под роликами других авторов. Хочу поговорить об этом детальнее, так как у каждого ситуация аналогичная с зрителем роликов, ну и как у авторов ситуация аналогичная. Ты думаешь, это только у тебя так? Сейчас обсудим комменты других людей, узнаешь себя же в каждом втором. Из этих историй мне ближе всего. Наиболее близко мне показалась история про парня, который живет в гараже и доволен. Это напоминает мне, что адаптация не слабость, это реакция на реальность, которую ты не выбирал. Как сказал другой комментатор, пишет про себя, ему 29, есть работа, есть мозги, есть амбиции, нет только квартиры и надежды, что она будет. А вот говоря про меня, чувствую ли, что у моего поколения украли будущее? Иногда да, причем без шума. Нам просто продали идею капитализма, а потом забрали. Что меня держит на плаву? Упрямство, наверное. Ну, если уж мир несправедлив, я хотя бы попробую не стать его частью. Есть ли у меня надежда? Есть, конечно, но она не от государства, только от нас самих и наших близких. А в финале мой ответ на главный вопрос: остался бы я в России, если бы мог уехать? И ответ не такой, как ты думаешь. Точка невозврата уже пройдена? Верю ли я в перемены? И так далее. Может, ситуация хоть как-то изменится? Верю. Только если голосов будет много. Пока мы молчим, все будет только хуже в плане жилья. Хочу затронуть также рекомендации, хотя кто я такой их давать, но все же. Если бы я мог принять одно решение на уровне страны, что бы это было? Я бы ввел реальную программу обеспечения жильем молодежи. Не на словах, а по факту. Стартовое жилье по себестоимости, либо выдачу жилья за работу, как в Советском Союзе. Остался бы я в России, если бы мог уехать. Скажу так, мне очень нравится моя страна. Я хотел бы тут жить, однако сбой в механизме обеспечения жильем, несмотря на социально ориентированное государство и цены от банков на жилую ипотеку, аренду и прочее, диктует очень негативный посыл для жителей. Люди хотят жить, а не выживать. Так же и я. Какое жилье я считаю достаточно? 30-40 квадратных метров, тишина, тепло, интернет. Чтобы никто не мог выгнать. Как я представляю свою старость, наверное, без кредитов. Без нужды в аренде, на своем участке или на своей квартире. Пусть и скромном, с возможностью открыть окно и не слышать соседей сквозь стены. Вот такие вот мысли у меня, друзья, по поводу всего происходящего. Большое спасибо за лайки, просмотры, комментарии. И если вы досмотрели видео до этого момента, обязательно, пожалуйста, прошу вас, спуститесь в секцию комментариев и расскажите свою историю успеха или неуспеха. В общем-то, историю того, как у вас в жизни обстоят дела. Получается ли у вас откладывать на свою квартиру, взяли ли вы ипотеку, или вы арендуете жилье, или живете в сожительстве с кем-то. Пожалуйста, напишите свою историю, мне будет очень интересно. Я прочитаю все комментарии к данному видео и отвечу всем на их вопросы. Большое спасибо, друзья. Всем пока.